пластиковые бутылки, повсюду летающий полиэтилен, все различные корпуса от радиоаппаратуры, игрушки, да и вообще смешанный пластик. Валяется повсюду, загрязняя нашу планету. А это же бесплатный строительный материал, можно сказать. Так что я решил найти ему применение, а точнее поэкспериментировать с изготовлением банальной тротуарной плитки. Ну и возможно в будущем кирпичей. Давайте посмотрим, что из этого получится. Привет, здравствуй, мой друг. Давно не виделись, да? Сегодня я ничего печатать не буду или заниматься электроникой, а хочу поэкспериментировать с песчано-полимерной брусчаткой. Вот, у меня уже есть образцы. И в качестве клеящего материала я хочу попробовать такие полимеры, как полиэтилен, АБС-пластик, полипропилен. Ну и куда же нам без ПЭТ-бутылочек? Я думаю, что видео будет не на одну серию. Давайте начнем. Да, конечно же, я тут никакого велосипеда не изобретаю. Например, африканка уже давно получает брусчатку из мусора. Тем более в Африке отходов как песка на пляже. Молодец, и все бы ничего. Но дорогостоящее оборудование, измельчитель, экструдер, пресс, да и само безумнейшее электропитание, которое потребляют все эти приборы, ты вряд ли подведешь. Я хочу попробовать упростить все эти процессы. И серии через 10 добиться домашнего, простого оборудования. Чтобы дедушка, например, на даче смог собрать. Сегодня я хочу выяснить, какие сыпучие материалы вообще можно использовать. Я хотел воспользоваться вот такой бензиновой горелкой или паяльная лампа, как она правильно называется. И даже уже механизмы разработал для перемешивания. Вот он. Попытался наглядно нарисовать в простенькой программе, так что прошу не судить особо. Предполагалось закрепить вращающийся цилиндр под углом 35-40 градусов, чуть-чуть чем-то похоже на бетономешалку. Вращать данный цилиндр можно как вручную, так и приспособить какой-нибудь электропривод. Вращение планировалось очень медленное, и все это безобразие я хотел нагревать либо газовой, либо бензиновой горелкой. Отрегулировав подачу, я думаю, получится очень экономно. За неимением возможного я хотел применить паяльную лампу. Да, и самое главное в этом микроцеху – вентиляция. Без нее даже не рассматривайте что-нибудь делать. Конечно, к ней тоже нужен какой-никакой вытягивающий воздух привод. Если у тебя есть какие-нибудь другие идеи, обязательно опиши их буквами под видео. Но в связи с пожароопасной обстановкой, что-то побаиваюсь я запускать этот аппарат. Ух, и страшно он работает. Так что попробую построить какую-никакую печь. Для начала поработаю, скажем так, дворником-иммигрантом, предварительно очистив периметр от сухой травы. Да, эта травка может очень неплохо вспыхнуть, испортив настроение соседним домам и испортить очень сладкий сон у пожарных служб. Основанием и теплоизоляцией мне послужат вот эти бетонные и очень тяжеленные строительные блоки. Думаю, что из этого конструктора Лего для взрослых будет очень хорошая прослойка между землей и камерой сгорания. Стенки для камеры сгорания я буду строить из силикатного кирпича. Такой кирпич изготавливается из известковой песчаной смеси. Данный тип кирпича совершенно не подходит для печных работ. Думаю, что в процессе работы он весь потрескается при нагреве. Здесь нужен, скажем так, печной кирпич, который производят путем обжига глиняной массы. Там температура, по-моему, больше 1000 градусов. Через данные туннели у меня будет заходить воздух поддувало. Да, и то, что я сейчас резал, называется колосниковая решетка. Я никогда не имел дела с кладкой печи. Просто в своей молодости я жил в частном доме и приблизительно помню, как устроена вся конструкция. Короче, то, что нашел, из этого и соберу печь. Без раствора, без чертежей. К тому же она одноразовая. После этого, скажем так, не до эксперимента, я ее разберу. В общем-то, вот такая импровизированная печь получилась. Да, печники поржут, наверное. Ну да ладно. Сейчас нужно сделать какую-то матрицу. Вообще заводские выглядят. Вот так. То есть это пластмассовая форма, в которую заливают смесь бетона и песка, после чего матрицы переезжают на вибростол для того, чтобы избавиться от пузырей. Изначально я планировал сделать матрицу 3×3, так как на своем предполагаемом нагревательном приборе планировал замешивать тесто в 10 килограмм. Выглядела бы она предположительно так, как вы видите на экране. Конструкция должна была быть разборной. Я даже на металлоприемку сходил, подобрав для себя нужные мне уголки. Конечно, это заняло бы, но очень много времени.
Но чтобы не производить эти тяжелые работы с металлом, я решил попробовать сделать матрицу из дерева. Будет один длинный блок, один короткий. А вдруг не получится? Дымоотводящей трубы у меня не предусмотрено, так что газы сгорания будут выходить вот из этих отверстий. В огороде нашел глину и решил немного забросать верхние щели, чтобы терять меньше тепла. Ух, и цвет, конечно, у этой смеси. На что похоже? Ну а теперь, что касается размеров асфальтной тротуарной плитки или брусчатки, как хотите. Конечно же, размеров существует огромное количество, но самую распространенную я встречал именно вот такого плана. Да, кстати, в Абхазии такая плитка почему-то вся черная, наверное, делают по такой же технологии, что и я. Так вот, стандартная плитка получается: длина 20 см, ширина 10 см и высота 3 см. Думаю, что 3 сантиметра это очень какая-то детская брусчатка. Посетив пиломатериальный клондайк, я решил сделать ребра 40 миллиметров. Конечно, дерево для массового производства не пойдет, но чтобы сделать эксперимент на 1-2 раза, почему бы и нет? Да еще плюс ко всему я хочу, чтобы брусчатка повторила текстуру дерева. Как я и говорил, буду собирать форму 200 на 100 на 40 миллиметров. Ну и вторую 100 на 100 на 40 миллиметров. Скажем так, чтобы не отпиливать половину плитки в прикладке. Да, кстати, подписывайся на Телеграм, ВКонтакте, в Инсту, куда тебе удобней. Куски этого видео ребята видели еще пару месяцев назад, где давали неплохие советы. Это можешь сделать и ты. Ссылки есть в описании и в конце видео. У меня есть уже расходный материал для получения тепловой энергии. Как говорится, все в дом, все в дом. Не ожидал я, конечно, прыти вот от этой маленькой пилы. Ну да ладно, рекламировать не буду, а оставлю ссылочку на нее. Ну а тут я уже решил побеспределить и заняться художественной резкой. Вот бы такую пилу в детстве, когда на лавочках имена вырезали. В общем-то все готово для тестовой работы, только вот самого материала нет. Но это не беда, в полях его здесь навалом. Начнем, пожалуй, с полиэтилена. Недавно в этой местности прошел неплохой ураган, и местные мусорки просто разнесло по просторам сельского поселения. Долго этот связующий вторичный полимер мне собирать не пришлось. Вообще полиэтилен на свалках, я думаю, занимает львиную долю. Так что если вы собираетесь строить какое-нибудь мини-предприятие, то думаю, что расходниками вы будете обеспечены. Тут даже и импорт никакой не нужен. Это самый, кстати, распространенный мусор. Сейчас надо его немножко порезать. Катерина! Катерина с большой радостью согласилась принять участие в измельчительном процессе. И даже без всякого инструмента, думаю, она мне нащипает пару килограмм расходного материала. Вообще, я думаю, что даже и не стоит рубить полиэтилен, а использовать его целиком, естественно, отмеряя в граммах нужное количество. Ну да ладно, дальше посмотрим. Пока все это дело разгорается, нужно подумать, в каком же процентном соотношении-то это смешать. В умных книжках пишут 30% полимера и 70% песка. Ну, я понять не могу, в килограммах это или в объеме. Так что будем экспериментировать. Здесь я попытался сделать просто на глаз, по объему, скажем так, смешать 50 на 50. Песка на данную матрицу уходит именно на кирпич 100 на 200 миллиметров, ровно килограмм. Ну и соответственно на куб половину меньше. Так что пока не буду возиться с весами, а воспользуюсь самой формой. Я не сушил песок, не отсеивал. Думаю, что в процессе нагрева выйдет вся влага. Конечно, смешивать несмешиваемое – это еще тот аттракцион. Для проверки, нагрелся ли казан, закинув пару лопухов полиэтилена. Ну, как видно, все готово, пора засыпать. Да, этот замечательный казан для эксперимента я купил на ваши донаты, ребята. Впереди еще много экспериментов по замешиванию всеразличных пластиков. Так что огромнейшее спасибо. Но кто-то прям реально рвется задонатить мне на мои будущие эксперименты. Оставлю ссылочку снизу на донат. Заранее спасибо. Ну, в общем, на данном моменте я решил не прессовать, а просто уложить получившийся материал. Решил еще немножко остудить водой. Хочется мне побыстрее вытащить изделие из импровизированной формочки.
я не стал снимать, что получилось с первого замеса, так как испытывал, а получится ли вообще что-нибудь. Эту форму я раскручиваю со второй партии, где уже конкретно поработал с весом. На большой кирпич 100 на 200 мм я засыпал килограмм песка и ровно 300 грамм полиэтилена, отмеренного на весах, для того, чтобы знать, какие точные пропорции. Брусчатка повторила текстуру дерева, да еще и мой корявый логотип. Весы прям показывают почти точность. Как я и говорил, килограмм песка и 300 грамм полиэтилена, ну и на квадрат соответственно в половину меньше. Ну что, ребятки, плитка отлично получилась. И хрен ты ее расколешь. Наверное, хотите кувалду? Чуть позже. А сейчас давайте-ка попробуем замутить все это из золы. Все-таки немножко, наверное, я ошибся в названиях. Зола – это немножко другое. Зола образуется, например, при сгорании угля, нефти, где основной компонентой является кристаллическое стекло, например, в виде кварца. Здесь же печка топилась дровами, и название этому материалу – пепел. Материал мягкий, как пух, и это меня пугает. Я очень сомневаюсь, что что-нибудь получится. Связующий материал под названием полиэтилен я взвесил, а вот пепел, к сожалению, не стал, а доверился формочке. И зря, боюсь все-таки, что он получит усадку. Пока мое зелье томится на медленном огне, пойду-ка посмотрю, что же там в огороде есть. Неплохо, неплохо. Варево почему-то очень сильно дымит. Да, тут есть небольшой процент сгорания полимера, но он у меня тоже предусмотрен. Засыпаю я не 300, а 350, например, грамм. Тут явно что-то не то получилось. Масса не вязкая, как должна быть, а какая-то рыхлая. В этом случае я привлек Катерину в качестве пресса. Да, и на вторую ячейку у меня не хватило материала. Все-таки произошла усадка, к сожалению. Но, к большому сожалению, из золы не получилось. Жаль. А не попробовать ли нам сделать плитку из земли русской? Никакого просеивания или очистки от корней, жучков я делать, конечно же, не буду. Засыплю землицу так, как есть, естественно, уже взвешав на весах, чтобы было не меньше килограмма. Землица оказалась чуть-чуть сыроватой. Это видно потому, что она налипает на полиэтилен. Представляю, как некоторые будут делать такое замечание. Ой, да ты этим пластиком надышишься, сдохнешь скоро. Мои друзья, все, кто плавал, уже ушли с этого мира. Ребята, ну, во-первых, я это делаю не в закрытом помещении. Во-вторых, я стою по ветру до казана. Ну и в-третьих, да ты в 5 раз больше автомобильных выхлопов вдыхаешь, чем я здесь и сейчас. Я же не стою прямо над котлом и не делаю себе ингаляцию ядовитыми парами. Форма, конечно, для такого типа прессования вообще неправильная. Нужно было еще вырезать пластины 19 на 9 сантиметров и поднять борты повыше. Тогда, я думаю, прессование получилось бы вполне нормальным. Как видите, углы, к сожалению, не пропрессовались. Я очень ограничен во времени. И на переделку формы у меня нет времени. Ну а сам кирпич получился зачетным. Эх, не углы бы. А давайте-ка попробуем сделать из придорожного щебня. Да, я наберу того самого придорожного щебня, вообще не заморачиваясь просеиванием материала. Наверное, это будет похоже на асфальтное дорожное покрытие, только вместо битума или что там мешают, я буду использовать полиэтилен. Здесь я не буду взвешивать материал, а отмеряю его с помощью формы. Но в щебне-то какая может быть усадка?
До засыпания в казан смешивать я тоже не буду, а изначально прогрею щебень. Оставшийся полиэтилен я тоже не буду измельчать, скажем так, попробую упростить задачу. Отмерив 350 грамм, буду прямо целыми кусками засовывать в адский казан. Ох, сейчас любители и поклонники Гретты начнут здесь визжать. Как это все не экологично. Ты создаешь парниковые газы, нарушаешь равновесие природы. Таким господам сразу говорю, пишите Гретте, а не мне на канал. Думаю, с ней вы найдете общий язык. Все это варево я готовил 15 минут после того, как прогрел камни. Думаю, что получилось очень аппетитно. Пора снимать с огня и подавать на стол это изысканное блюдо. Конечно, мишленовской звезды мне не видать. Ну да ладно, лишь бы брусчатка получилась удачная. Материал отличный, то что надо, вязкий. Вот такой должен быть в идеале. Вот урок из этого я получил. Надо сперва прогревать песок, потом уже засыпать связующий материал. А вот этого я не ожидал, что плитка может склеить форму. Да, знаю, что формы предварительно чем-то смазывают во избежание прилипания, но это уже когда ты профессионально начнешь заниматься изготовлением асфальтной плитки. Да, брусчатка получилась зачетная, с волокнами дерева, прям как отделочная плитка. Зря я логотип, конечно, вырезал, все портит. Интересно, что вес у каждой из них разный. Из щебня и земли почти одинаковые, а вот из песка почти на 200 грамм больше. Да, конечно, по технологии сперва разогревают массу, после чего отмеряют на весах нужный вес, и только после этого кладут в форму прессования. Я еще раз повторюсь, все это колхозно и неровно, сделано не для коммерческих целей, а чтобы на собственном опыте выяснить, какие материалы вообще подходят и какая последовательность в этом процессе должна быть. Брусчатка из щебня получилась очень красивая. Ну а теперь ваш любимый тест. Колотушка. Вот так разлетается бетонно-песчаная брусчатка, приготовленная по правильным технологиям. Плитка из бетона и песка разлетелась в клочья. Давайте попробую плитку, приготовленную из песка. Особо долго не прожила, но хоть не на мелкие куски. Воздушных карманов особо не видно. Может быть, стоило добавить больше полиэтилена? На очереди плитка, спрессованная из земли. И все-таки ей не хватило пресса, на мой взгляд. А вот брусчатка из земли оказалась очень хлипкой. Ну а теперь самое красивое и неприхотливое в изготовлении. Брусчатка из щебня. Та, которая из асфальта, получилась самой стойкой. Вот так она выглядит изнутри, почти как асфальтное покрытие. Ну как вам видос? Понравился? Знаешь, надо подписаться и нажать кучу колокольчиков, чтобы оповещение приходило. В следующей серии я буду использовать такие связующие полимеры, как полипропилен, ПЭТ, АБС. И попробую вообще смешать все пластики в кучу. Что из этого получится? Огромнейшее спасибо вот этим ребятам, которые донатят мне денежки на мои будущие самоделки. Хоть 10 рублей, хоть 100 рублей. Это все равно приятно. Ну а я с вами не прощаюсь. Главное, не болей. И храни тебя Господь. До встречи. В следующих видео я попытаюсь замесить полипропилен и АБС в песчано-полимерную брусчатку, а также смешать все пластики, которые попались мне на свалках. Если ты работаешь уже в данном направлении, обязательно напиши, нарисуй или сними для меня видео, чтобы я смог его показать всем, кому интересен данный тип переработки.